Приветствую вас, дорогие друзья и гости моего канала. Добро пожаловать в 8-ю часть мастер-класса по вязанию волшебного аликорна. Сегодня мы сделаем вот этот каркасный контур для крыла и добавим маленькие перышки. Я все детально расскажу, покажу, чтобы все было понятно. Поэтому приготовьте пряжу и хорошее настроение. Мы начинаем. Итак, для изготовления каркаса нам потребуется два отрезка проволоки по 20 сантиметров. Напомню, я использую проволоку, медная проволока 0,9 миллиметров. Если у вас пряжа потолще, обязательно возьмите проволоку тоже потолще или смотайте несколько тоненьких вместе, чтобы добавить прочности. И потребуется пластырь. Если вы используете проволоку, тоже без оплетки. Я обматываю, предварительно разрезав на вот такие тоненькие полосочки, чтобы было аккуратно. Итак, 20 сантиметров отрезок. Делаю петельку приблизительно сантиметр, плюс-минус. Вот таким образом. Я показывала ранее в видео по каркасным игрушкам, как я это делаю. В принципе, все то же самое. И вот таким образом обматываю. Затем за вот эту петельку мы пришьем каркас. Вот так. Здесь возьму еще немного. И обматываем так практически до конца проволочку. Вот здесь осталось буквально там 2-3 сантиметра. Просто беру и вот так хорошо в натяжку обматываем. Встретимся, когда сделаем. Готово. И теперь свяжем вот эту деталь, в которую будем вставлять каркас. Первый ряд 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. Делаем как обычно. Петля подъема. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Стягиваю колечко. Провязали первый ряд, у нас 6 петель. Ставлю маркер для обозначения начала ряда. И вяжем второй ряд. 6 столбиков без накида. Начиная с первой петли. Один. Хвостик ввязываю, чтобы закрепить. 2. 3. 4.
5, 6. Провязали второй ряд. У нас по-прежнему 6 петель. Сейчас немного здесь выверну. Вот так. Со следующего ряда мы будем вязать только за задние полупетли. Итак, третий ряд. 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 3 раза. Вот, за заднюю полупетельку. 1, первая, прибавка, 1, следующую, вторая, прибавка. И третий раз повторяем. 1, третья, прибавка. Провязали третий ряд, у нас получается 9 петелек. Четвертый ряд, 9 столбиков без накида. За каждую полупетельку смотрите внимательно, чтобы не пропустить. 1, 2, 3, продолжаем, 8 и последняя, 9. Провязали. Сейчас пришьем вот эту часть к каркасу. Заправила ниточку. Достаточно будет пары стежков. Нам необходимо просто закрепить вот здесь в верхушке продела. И вот здесь вывожу из вершины. Сильно пока не затягиваю, чтобы удобно было сделать второй стежок. Теперь вывожу из середины, вот здесь. И снова провожу через петельку вот эту, которая здесь оставалась из проволочки. Так. И вот сюда вверх. Теперь хорошо подтягиваем. Сюда вдеваю внутрь. И подтягиваем до самого верха. Здесь делаю
закрепку. И прячу внутрь. Вот так. Эту ниточку отрезаю. И теперь продолжим вязать уже вокруг каркаса. Пятый ряд. Перекидываю маркер. Пятый ряд, 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем 3 раза. Один за каждую полупетлю. Два. Первая. Прибавка. Один. Два. Вторая. Прибавка. Один. Два. Третья. Прибавка. Провязали пятый ряд, у нас получается 12 петель. Шестой и седьмой ряд провяжем самостоятельно, 12 столбиков без накида. Провязала. Восьмой ряд, 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем 3 раза. Один. Два. Три. Первая. Прибавка. Один. Продолжаем. Три. И последняя, третья. Прибавка. Провязали восьмой ряд, у нас получается 15 петелек. С 9 по 13 ряд включительно вяжем 15 столбиков без накида, просто по кругу. Провязала, вот так получается. Дальше 14 ряд, 3 столбика без накида, убавка, повторяем 3 раза. Один. Два. Три. И вот так подхватываю 2 задние полупетельки. Убавка.
1, продолжаем, 3, третья, убавка. Провязали 14 ряд, у нас получается 12 петель. Теперь с 15 по 17 ряд включительно вяжем 12 столбиков без накида. Провязала, маркер подтягиваю по чуть-чуть, чтобы было потом удобнее его вытягивать. Продолжаем. 18 ряд, 2 столбика без накида, убавка, повторяем 3 раза. 1, 2, первая, убавка, 1, продолжаем, 2, последняя, третья, убавка. Провязали 18 ряд, у нас получается 9 петель по кругу. Теперь с 19 по 62 ряд включительно вяжем 9 столбиков без накида. Каждый ряд просто по кругу. Вот так получается. Встретимся, когда провяжем. Довязала 62 ряд. Теперь делаю соединительный столбик. И ниточку отрезаю. Хвостик оставляю небольшой. Пришивать потом я буду отдельной ниточкой. Маркер убираю. Здесь потом немного вот так вот растянем. И останется как раз место для того, чтобы крылья соединить. Точно так вяжем вторую деталь. Провязала 2 детали. Теперь сделаем мелкие перышки. Вот здесь. Перышки маленькие располагаются между вот этими большими. Их всего 9. Сейчас я контрастной ниточкой покажу, как я начинаю. И надеюсь, принцип будет понятен. Итак, для того, чтобы определить, где начинать, необходимо продлить вот эту линию. Вот здесь к основанию. Сейчас я покажу. Вот здесь будет начало. Вот так. Это, например, будет вторая линия. Вот это третья линия. И так дальше. Вот такие вертикальные линии. Я присоединяю ниточку. Делаю я перья белой. Но для того, чтобы вам было понятно, сейчас я сделаю контрастной немножко. А потом переделаю на белую ниточку. Итак, вот таким образом присоединяю, вытягиваю. И насквозь я вяжу полустолбики. Вот по вот этой линии. Вот за каждый ряд. Насквозь подхватываю и вытягиваю. И вот таким образом полустолбики по прямой линии. Дальше. Итак, вяжу, пока вот здесь до соединения
останется 6 рядов. То есть до вот этого места. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть до вот этого места я вяжу полустолбики. Вот так. Еще один покажу. Провязала. Вот смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6 осталось. Теперь делаю поворот вот такой. И сюда рядышком продолжаю. Вот рядом с этой косичкой. И довязываю до основания. Довязала до основания. И здесь теперь смотрите, следующее вот это перо будет начинаться вот через одну петлю. Поэтому достаточно сделать, провязать один полустолбик. Вот так. И можно вязать уже следующее перышко. Можно, в принципе, еще один провязать. Вот так. Все это такой творческий процесс. Делайте, как вам больше нравится. И по этой линии точно так же провязываем следующее перышко. Пока тоже останется 6 рядов до соединения. Вот. Принцип, я надеюсь, понятен. Провязываем полностью все вот эти перья. И потом встретимся, покажу, что делать дальше. Я сейчас провяжу белой ниточкой. Да, вот так получается сзади. Когда вы будете вязать ниточкой в тон, вот здесь сзади ничего не будет видно. Вот, то есть все аккуратненько. И никаких лишних швов, стежков нету. Вот еще хотела показать. Дошла до вот этой ниточки, которая оставалась. Прячу ее вот сюда внутрь сразу. Это можно, в принципе, сделать будет и потом с помощью иголочки. Ну, я делаю сразу. И вот здесь продолжаю полустолбики по краю. Получится вот такое аккуратненькое крыло. Вот эту ниточку потом спрячу внутрь с помощью иголочки. Я довязала последнее перышко. Вот это. Сейчас, надеюсь, на камеру видно. Вот они, 9 перышек. До каждого перышка 6 рядов остается вот здесь. Теперь, не отрезая нити, поворачиваем. Воздушная петля. И теперь под косичку, которая здесь получилась вверху, мы будем вязать столбики с одним накидом. Делаю накид. Теперь крючок под косичку. И вот таким образом провязываем в каждую, вот сюда, в каждую петельку. Провязываем столбики по одному столбику с одним накидом под каждую петельку. А вот здесь в вершину, где мы делали поворот, сюда мы будем вязать под эту петлю 3 столбика с одним накидом.
Сейчас покажу. Вот так. Еще один. Вот так. А вот сюда уже 3 вяжем. Вот эта петелька. Один столбик. Сюда же второй. Сюда же третий. И дальше снова по одному столбику с одним накидом. Провяжем вместе. Так. Еще одна петля. Вот вторая. И последняя. Перышко готово. И теперь делаем переход просто вот такими полустолбиками. 1, 2, вот, чтобы подойти к следующему перу. Вот оно. И вот сюда 3. Даже еще один можно сделать. И теперь делаю петлю подъема, одну, и снова вяжем точно так же по одному столбику с одним накидом, а в вершину 3. И еще один покажу. И вот так получается. Провязываем таким образом все перышки, не отрезая нити. Встретимся, когда дойдем сюда. Я надеюсь, что принцип понятен. Вот я довязала последнее перышко. Делаю соединительный столбик. И ниточку отрезаю. Потом ее спрячу внутрь. Вот так получается с обратной стороны. Все очень аккуратно. И лицевая сторона. Второе крылышко вяжем точно так же, только начинаем снизу. Здесь мы начинали сверху делать вот эти полустолбики, а здесь точно так же симметрично снизу. И провязываем. Чтобы не затягивать с публикацией видео, это крылышко я покажу уже в следующем видео. А пока завершим вот это. Пришьем сейчас каркас. И вот так будет выглядеть готовое крыло. Заправила оранжевую ниточку в иглу. Сейчас спрячем вот эти хвостики
внутрь. Вот таким образом. И вот этот прячем точно так же. Вот так. Сейчас прячу ниточку, вывожу ее вот сюда. Здесь такой выступ получается. Вот так. И вот таким образом прикладываю. То есть здесь углубление, а здесь как раз округлость вот такая. И вот здесь начинаем. Здесь по ребру я пришиваю. И вот здесь с этой стороны. Вот так. И вот так рядышком. Чтобы было аккуратно, красиво. Закрепили здесь. И теперь необходимо расположить так. Можно закрепить с помощью иголочек. Вот. Или удобно, если так, просто проверять периодически, чтобы вот эти детали заканчивались на одном уровне. И таким образом пришиваем. Вот здесь. И с этой стороны. Еще раз покажу. Вот здесь. И здесь с обратной стороны. Получается вот такое аккуратное соединение. Вот и с этой стороны аккуратненько, и с этой. И таким образом шьем до конца крыла. Вот здесь я пришиваю под перышками. То есть я вот сюда не захожу на перья. Чтобы вот эти перышки получались таким образом сверху. Чтобы видео не затягивать, я покажу уже в готовом виде. Пришила вот эту деталь уже полностью. Теперь делаю узелок. И вот эту ниточку я оставлю. Ей я буду пришивать оба крыла. Вот так получилось. Все аккуратненько пришито. И вот с другой стороны. Еще у меня возникло желание на этой игрушке, вот здесь на крыле, сделать, выделить желтой ниточкой, подчеркнуть вот это вот крыло. Прячу узелок. Вот так. И сделаю вот такую вышивку. Просто по контуру.
небольшими стежками. Вот так. Пройдусь по всей длине и покажу в готовом виде. Доделала вышивку. Вот так выглядит. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы будете делать, как вам больше нравится, с вот такой вот вышивкой или просто. Очень интересно будет почитать. На этом 8-я часть нашего мастер-класса подошла к концу. В следующем видео я покажу второе готовое крыло, и мы продолжим работу над аликорном. Если вам понравился урок, поддержите канал, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео. Ваша поддержка вдохновляет меня создавать для вас еще больше интересных мастер-классов. Спасибо, что творите вместе со мной. До скорой встречи! Пока-пока!